Народ, я прекрасно знаю, что сейчас на ютубе в моде повторять рецепты из сериалов, из кино и из мультфильмов. Насколько я понимаю, это пошло с канала Binging with Babish или Binging with Babish. Короче, у мужика канал, он англоязычный, основан вообще целиком на том, что он повторяет рецепты из фильмов и сериалов. Ну и сейчас у нас тоже начали появляться подобные каналы. В чем у меня проблема с такими рецептами? В чем конкретно заключается рецепт? Ну, люди, как правило, на ютубе просто предполагают, типа, наверное, там просто куча чили и что-нибудь мы сейчас придумаем. Я не хочу вводить на постоянке такую же рубрику у себя на канале, потому что я тоже зачастую не знаю, как сделан рецепт и в чем он конкретно заключался. Но у меня есть несколько любимых фильмов, в которых вполне доходчиво можно повторить, что же ели главные герои. Один из таких фильмов я смотрел неделю назад, это фильм «Смерч» 96-го года. Там все персонажи собираются у тетушки Мэг и едят, можно сказать, отбивную или стейк с картофелем, жареными яйцами и соусом. И основное это, конечно же, соус. Давайте посмотрим этот фрагмент. Мэг, у тебя полно говядины. Откуда столько мяса? Видел там моих коров? Нет. А? Класс. Ты сама забиваешь коров, Мэг? Картошечки. Налетайте на подливку. Мэг всегда славилась своими подливками. Я целый день пытался понять, что же за куски мяса они жарят. Я спрашивал у своих подписчиков, всех были абсолютно разные варианты. В конце концов, я позвонил человеку, Никите, своему хорошему другу, который давным-давно, практически всю свою жизнь, занимается мясом. И мы определили, что тетя Мэг в этом фильме жарит на самом деле рибай. Я говорю, а чё он так странно выглядит, почему там столько жира? А это американский фигово зачищенный рибай. А спонсор видосика, наконец-то появившийся мерч. У нас на это ушло больше года. Ребята, у нас есть козырные футболки с шелкографией. У нас есть офигенные худи с вышивкой. И божественные оригинальные свитера с котятами. Почему это супер круто? Потому что у нас футболки из 100% хлопка. А принт выполнен качественной шелкографией. Если что, шелкография это самое дорогое и надежное нанесение чего-либо на футболку. А на худи мы сделали вышивку нитками. Это вышивка нитками, эта штука вечная. А свитера мы сделали из самой качественной шерсти. Это австралийский меринос. Тут еще есть немножечко хлопка и кашемира. Свитер теплый, свитер не колючий. Спереди котята едят оленя, сзади доедают. Не перепутайте. Этот принт я придумал сам. Чтобы найти такие материалы, мы объездили более 10 фабрик в Питере. Чтобы подобрать крой, фасон и всякое такое, потрачено очень много времени и сил. Это очень-очень качественные вещи. Но где это все можно купить? Директ Инстаграма и группа ВК. Ссылки находятся в описании. И да, народ, быстрый постскриптум. Сейчас скоро Новый год. Короче, кто сейчас вот закажет, прямо вот сейчас вот это видите, заказывайте. Первые 100 человек получат вот такую хендмейд игрушку. Мы ее сами шили. Это наш логотип чесночина, можно повесить на елку. А первые 200 человек получат вот такую карточку, которую я подпишу. Я на них рисую всякие прикольные штуки, и они с мерчом уезжают подписчикам. И что самое крутое, если вы хотите сделать кому-то подарок на Новый год, то до Нового года мы отправляем мерч каждые 2 дня, каждые 48 часов. Я буду запаривать своих помощников, своих менеджеров. Каждые 48 часов мы делаем отправки, чтобы это дошло тем, кто, собственно, хочет сделать кому-нибудь подарок на Новый год. Ссылочки находятся на группу в описании, где что заказать. Всем большое спасибо. У нас, если покупать рибай, а точнее толстый край, то он будет выглядеть примерно вот так. То есть количество жира у нас практически никакое. У нас весь жир зачищается и остается один стейк. А у них в этом фильме так называемый рибай с губой. То есть у них здесь еще оставлен жир, потому что, видимо, у них это стоит недорого, и поэтому они могут себе позволить. Но если мне не удастся достать толстый край фиговой зачистки, будем использовать обычный рибай. Обычный рибай, это мраморное мясо. Также в рецепте были так называемые mashed potatoes, то есть это как бы пюре, но американцы, я не знаю по какой причине, пюре это не mashed potatoes. Mashed potatoes это такое полупюре с кусочками картофеля. Короче, я не знаю, почему они не делают нормальное пюре, которое супер-супер шелковистое и гладкое, почему-то они просто его чутка месяц с молоком, и получается такое mashed potatoes. Ну ладно, пусть будет. Но основное это подливка. Для того, чтобы сделать подливку, нам нужно сделать сначала говяжий бульон. Американцы делают супер густые, супер нажористые, интенсивные бульоны на обжаренных костях. Это такая
классическая американская подлива. У меня остался целый мешок классных мозговых костей. При этом мозг из них мы вычищать ни в коем случае не будем. Нам нужно их подзолотить. Для этого духовку на 250 на 300 градусов, сколько она у вас выставляется, засовываем все это на гриль режим под верхний жар. Нам нужно, чтобы они даже чутка подгорели. Это займет где-то примерно полчаса. И вы, наверное, спрашиваете, а почему у тебя такой мятый противень? Все просто. А он иначе у меня не влезает. Не солить, не перчить, не выковыривать мозг оттуда для этого бульона не нужно. Просто мозговые кости или просто кости, если у вас нет мозговых костей. Просто всякие суставчики засовываем в духовку на гриль и черним их. Как только кости поменяли цвет, то есть стали такие коричневато-золотистые, мозг частично вытопился, частично стал черным, то есть такие зашкваринки появились, можно вытаскивать. Теперь все очень просто. Берем сначала, чистим морковочку. У нас горсть, хорошая горсть морковочки на большую кастрюлю. Чистим лучок. У нас хорошая горсть лучка. Ну, 2 большие луковицы можно разрезать пополам. Тоже на большую кастрюлю. А также берем пучок тимьяна и хороший пучок петрушки. Ну и, конечно же, само собой, чеснока. Нормальненько так. Важно, мы не знаем, сколько получится бульона. Мы не знаем, сколько получится подливы. Поэтому ни соли, ни перца мы не добавляем. Соль и перец мы можем добавить в последний момент. Жирок, какие-то соки из костей наливаем сюда. Само собой, с бульоном мы потом этот жир снимем, останется только вкус, бульон и сок. Хорошая горсть моркови, луковицы. У меня 2 луковицы разрезаны пополам. Чесночины вы не можете практически никак прогадать, то есть можете ссывать больше. Хороший пучок тимьяна, так вот туда прям. И петрушка. Вот так вот просто рвем и тоже кидаем куда-нибудь сюда. И вы зададите логичный вопрос. Друже, вот ты делал видосик про бульон, а как же там, типа, очистить кости, там, промыть, вот это вот все. Ничего этого не нужно, потому что мы делаем бульон, чтобы сделать густую, темную подливу. То есть это не прозрачный бульон на студень или какой-нибудь заливной из рыбы. Нам пофиг, что оно будет темным. Там все равно пойдет еще и крахмал, и вустерский соус. Тут мозговые кости дадут такую муть. Нам нужно, чтобы был густой-густой вкус. Заливаем все это дело водой, чтобы оно было покрыто. А теперь ставим на микро-микро огонь, на самую маленькую комфорочку на 12 часов. Самый маленький огонь, самый маленький жар, только чтобы там все постепенно бурлило. И да, кстати, я был немного удивлен, когда обнаружил, что в большинстве рецептов вот этих американских бульонов, на основе которых делается подливка, там не идет лавровый лист или душистый перец. Да, и конечно же, вы сначала ставите на большой огонь, чтобы оно закипело, а потом уменьшаете до самого маленького. А то если вы сразу поставите гигантскую кастрюлю на самый маленький, то оно у вас только к утру закипит. Хорошая идея ставить все это дело на ночь. То есть вы там с вечера поставили, проснулись, оно там вот настолько подвыкипело, и это густой божественный ароматный бульон. Привет на следующий день. Прошло где-то часов 20, я один раз подливал в наш бульон воды, проснулся такой, что происходит, чем пахнет, такой, ну да, со вчера же варится бульон. Но так как газ был супер маленький, там выкипело буквально там 2 пальца воды, я еще несколько стаканов налил, как бы, и пошел спать дальше. То есть всю ночь оно вот так бурлило еле-еле. Само собой выглядит непрезентабельно, нужно процедить. И еще чуть-чуть. Ну, собственно, как вы видите, вот что осталось. То есть все, что могло выкипеть из костей и из костного мозга, все выкипело. Ну и там еще плавают кусочки костного мозга, поэтому, ну так, чисто я процежу еще через ткань, специальный кусок ткани, в которой можно там сушить бастурму. То есть это как бы кулинарная ткань, короче, кулинарная марля. Кстати, когда процеживаете через марлю, вы можете обнаружить, что то, что остается последним, это жир. То есть здесь реально вот такая, не знаю,
2 сантиметра жира — это такая удивительное физическое свойство, но марля быстро пропускает жидкость и почему-то задерживает жир, потому что он более как бы плотный. Поэтому если вы процедили через такую ткань, то вам даже не нужно будет соскребать ложкой жир сверху или салфетками. Если же микрожировые вот такие бляшечки остались, элементарно ставим там на 2 часа в холодильник, оно остывает, и эти белые бляшечки просто снимаем. Собственно, это уже готовый бульон, основа для нашей подливки. Вы прекрасно знаете, что он не соленый, но я хочу его еще в 2 раза упарить и тогда посолить уже по вкусу. И на основе этого уже делать мега подливу из фильма «Смерч». Что ж, друзья мои, спустя 2 дня, то есть мы где-то часов 20, наверное, кипятили это, я уже забыл сколько, потом я его выпаривал и потом, собственно, заморозил. Зацените. Я уже забыл, говорил я или нет, зачем замораживаем, чтобы снять жир. Загустить подливочку, исходя из фильма, она была такой мутно-коричнево-бледновато, даже немножко белесой. Скорее всего, тетя Мэг в фильме «Смерч» загущала подливу на крахмале с молоком. Ну, точно на чем-то молочном. Возможно, на сливках. Сейчас последний момент, когда можно отрегулировать, насколько ваш бульон будет густой. У меня он выпарен в 2 раза. Можно и в 4 раза выпаривать, просто будет более насыщенная подлива. Какой-нибудь сотейничек, кастрюлька, стакан молока. Примерно стакан, плюс-минус, ну где-то вот так. И, собственно, столовая ложка крахмала с горкой. Вот так. И разводим. Буквально минута, и крахмал загущает молоко. Собственно, это будет загуститель нашего соуса. И продолжаем кипятить, вливаем просто бульон. Цвету, народ, практически то, что было в фильме. Сейчас крахмал полностью разойдется, и мы это чуть загустим. В это время для пюрехи просто варим картоху. Куски стейков, судя по фрагменту из фильма, у тети Мэг были достаточно тонкие. И есть у меня подозрение, что она эти куски отбивала. Почему у меня такие подозрения? В фильме тетушка не очень богатый человек, поэтому я подозреваю, что у нее был не супер дорогой мощный рибай, а такой что-то среднее между мраморной говядиной и обычными коровами. Поэтому я предполагаю, что для дорогих гостей, чтобы было помягче, наверняка она все это дело отбивала, потому что она как бы явно не Blu-ray стейки готовила. И вот теперь ключевой момент. Почему мы, кстати, не добавляли соль? Потому что в 9 из 10 рецептов говяжьего бульона, подливы какой-то, они в готовую подливу добавляют либо вустерский, американцы, либо соевый соус, обычно вустерский. Именно поэтому, из-за того, что и вустерские, и соевые, они соленые сами по себе, такие солоноватые, пикантные, исходя из этого мы будем добавлять и пробовать. Так, ну вроде загущается оно. Вот. Вольем. Во! Это, кстати, тот цвет, который вот в фильме был. Вкусно, но подвытоплю еще, чтобы было еще гуще. Солили ли и перчили ли стейк? Конечно, солили и перчили, а еще добавляли сушеный чеснок. Почему? Потому что у нас как соль и перец, у американцев также GSP, Garlic Salt Pepper, то есть они везде фигачат сушеный чеснок. То есть у них где соль и перец, там еще и сушеный чеснок. Это, я не знаю, почему такая американская тема. Но месить картоху с куском сливочного масла и молочком, я думаю, вас учить не надо. Но так как это не пюре, а как бы mashed potatoes, а это не совсем пюре, то месим все-таки с небольшими такими комочками, не до конца. Ну и при всем уважении, но в фильме все-таки стейчишечки или отбивные, называйте как хотите, жарили до well done. Там это прям видно.
А еще есть у меня одно предположение. По внешнему виду стейков в фильме кажется, я так думаю, что тетя после того, как задавала корочку стейку или отбивной, она подливала туда еще подливы, чтобы стейк такой был глазированный. То есть он такой влажный был снаружи, но с корочкой. Насколько я могу понять. Но это исключительно мои домыслы. Ну и, собственно, яишенка. Американцы жарят яичницу всегда прям до корочки. Посмотрите любой фильм. Итак, стейк, шмат картошечки. Мне кажется, в фильме было даже больше. Жареное яйцо и легендарная подлива тети Мэг. Даже можно вот так сделать и... Вот так. Тетя Мэг славилась своими подливками. Стейк был да новенький, как и в фильме. Желточек жидкий, я подозреваю, что как и в фильме. Well, да новенько, но мягенько. Пюре в подливе, вот в этой подливке невозможно определить отдельно лук или морковь, или петрушку, или тимьян, или косточки. Просто божественная нежная подлива. Я оставшуюся часть бульона заморожу, буду использовать говяжий бульон в других рецептах. Это вкусно. Собственно, теперь я понимаю, почему пацаны из этого фильма так стремились к тете Мэг. Кормила она вкусно. Этот рецепт можно смело повторять дома, особенно подливку. Конечно, не доводите отбивную до велдана, если это нормальный рибай, само собой. Народ, если у кого есть еще какие-то идеи, что можно приготовить из книг, там, не знаю, старинные рецепты, из фильмов и всякого такого, пишите, пожалуйста, в комментарии. Но огромная просьба, если конкретного рецепта нет, то есть сплошные домыслы, то есть они ели вкуснейшую кесадилью в мире. Ну, отлично. Я тоже могу сделать кесадилью. То есть, но как она будет пересекаться? Есть ли какие-то догадки, из чего это было сделано? Возможно, какие-то фан-база, какие-то книги, или рецепт описан в самой книге или сериале, предположим. Если вам это интересно, я что-то еще конкретно сделаю. Но опять же, если есть какой-то рецепт. Не абстрактно совсем. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Если вам этот формат нравится, само собой. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.